Летняя обрезка персика или зеленые операции на персике. Не нравится мне формат такого видео, но попробую показать и рассказать, как это делаю я. Всем привет! Итак, вот как раз для контраста два дерева с большими приростами и такими со средними. Хотя деревья одного возраста. Здесь у нас корень миндаль, там алыча. По идее, миндаль мощнее. Но как мы видим, прирост слабее. Почему? Давайте разбираться. Весна и первая половина лета у нас частые дожди. Вот прямо заливает. Так как у алычи корень поверхностный, есть хороший доступ к воздуху. И чернозем у нас всего сантиметров 21,5. И поэтому этот корень жирует. Пока осадки, пока дожди, ему очень хорошо. У миндаля корень глубокий, уходит прямо в землю. Так как у нас дожди, солнца мало, земля прогревается хуже, миндаль очень любит тепло. Он наоборот будет жировать, когда будет засуха. Тогда земля прогреется, и он начнет хорошо расти. Сейчас он как бы страдает. Так что корень подбираем по нашей земле. Вот какая земля, к этому подбираем корень. С приростом определились, теперь с обрезкой. Персик обрезаю летом трижды. Это в начале июня, в первых числах июля и в начале августа. Вот легко запомнить. Где прирост слабый, там первую обрезку пропускаем вообще. Вот там и первая, и вторая, и третья будет. Вот сейчас что мы можем здесь сделать? Приросты здесь небольшие, я бы сказал, даже хорошие. Междоузлия маленькие, так особо не выстреливает. Вот эта ветка горизонтальная, ее оставим. Можно прищепить, но оставим. Если вот такие есть выстрелы, то значит ветка питается очень хорошо, даже слишком. Тем более, если она вот так в середине кроны, видно ее, и выстреливает. Вот ее сейчас я обрежу вот так. Или можно сделать надломку, так как внизу, видите, есть плод. Вот здесь нет плода, ветка мощнее выстреливает, его надо переводить. Надламывать не буду. Вот наша задача в идеале, вот с такой веткой, с вертикальной, чтобы вот здесь в основании где-то сантиметров 10 заложилась плодовая почка. Вот здесь. Если выше будут плодушки, то они нам не интересны, так как весной будем обрезать вот на такой рожок. Как бы сейчас уже смотрим на будущее, на урожай следующего года. Так. Вот сделаю перевод вот так. Вот это тоже уберу, что идет вовнутрь. Вот здесь тоже. Иди сюда. Вот так пока оставим. Можно даже вот это прищепнуть. Далее. Вот здесь есть плод. Вот эта ветка горизонтальная. Обрезать ее как-то не хочется. Но здесь, вот сейчас по этим приростам, в основном буду делать надломку. Давайте вот здесь покажу. Вот если брать ветку, надеюсь, вам видно. Если брать ветку, вот длина, вот середина. Вот от середины и ниже дерево, ветка уже набирает жесткость. Если буду надламывать вот здесь, то древесина хрустнет и сломается пополам прям. А надо, чтобы вот поток сока мы как-то приостановили.
Если надламывать вот здесь, здесь оболочка тонкая, а воды много, то она лопнет. Смотрите. Видно? А вот здесь получится, извините за тавтологию, здесь видно. А вот здесь выше середины, вот, получится сделать надломку. Она не сломается и не лопнет. Сейчас сработает закон бутерброда. Простым языком повредили дерево, ветку. Давайте вот здесь тоже смелее. Вот начало, середина и вот здесь. Видно? Слышно хоть? Опять вы молчите. Вот, когда выхожу из кадра, вы мне... Ага, вот здесь надламывается. Вот так. Это тоже можем прищепить. В общем, так понятно. Не буду по каждой ветке ходить. Ваше время тратить. Сейчас покажу, что произойдет вот с такой веткой через месяц. Вот эту ветку надламывал месяц назад. Теперь вот так с ней получилось. Сейчас перевел вот на эту ветку. Это только обрезал. Также в начале лета, вот при первой обрезке, подрезал вот эти приросты. Вот эти приросты, они были похожи вот с этим. Но так как эта ветка кормит плоды, ее надламывал. Вот эти пеньки дали новые приросты, они, видите, уже слабее. И месяц, и они меньше, чем вот эти пеньки. Они не все выстреливают, здесь нету. Так, вот это была номер 1 обрезка, вот это номер 2. Например, вот эту ветку тоже сейчас подрежем с переводом вот сюда. И здесь подрежем, и вверх, так как она кормит плоды. Вот была сделана надломка. Сейчас мы ее тоже вот с переводом на боковую. Если нет плодика, то можно даже короче ее чикнуть. Наша задача, чтобы вот здесь заложилась плодовая почка. Чем больше листвы на ветке, тем она сильнее жирует, тем быстрее увеличивается древесная часть. И когда древесная часть вот быстро увеличивается, то она может поглотить почку. И вот эта ветка оголится. Нам надо поймать, соблюдать какой-то баланс, чтобы ветка и не сильно жировала, и почка оставалась снаружи. Угу. Надеюсь, по-русски сказал. Вот ветка, которая в середине кроны. Плода нет. Прямо вот затеняет. Попробую вот так выломать. Не совсем получилось. Далее, вот. Ее тоже надо подрезать с переводом на боковую. В основном режу вот на
на первую почку, которая вскрылась. Так, еще покажу пеньки, которые срезал в первую обрезку. Вот пенек и дал такие два прироста. Видите, они гораздо слабее. Вот эта ветка была такой же, но ее пожалел. Если бы вот этот пенек в первый раз не обрезали, то здесь бы была уже вот такая же ветка. Ее тоже мы сейчас переведем вот сюда. Давайте вот так покажу. Видите, какой здоровенный прирост. Итак, если коротко, то режем каждый вот такой сильный прирост. Смотрим. Если в основании плоды есть, то обрезаем. Если плодов нет, то можем вообще удалить в ноль. Так, сейчас нам ее надо перевести вот сюда, допустим, вот так. И здесь тоже подрежем. Вот этот прирост, плоды. И сделаем перевод вот так, ладно. Вот так. Так, еще раз про плодушки. Вот здесь обрезал уже. Вот смотрите. Наша задача, чтобы вот здесь в основании заложилась плодовая почка. Вот здесь. Ее мы весной обрежем на рожок. Если подрежем слишком коротко, то вот эти почки тоже вскроются. И смысл нашей работы тогда теряется. В общем, нельзя резать слишком коротко, и слишком много листьев оставлять тоже нельзя. Когда слишком много листьев, то ветка зажирует и поглотит наши почки. Соблюдаем баланс. Не режем слишком коротко и не оставляем слишком много листьев. Сейчас я сделаю обрезку и включусь. Это займет всего один чик. Чик. Я же говорил, что это будет быстро. Надеюсь, хоть чуть-чуть говорил по-русски, и вы меня поняли. Разговорный формат — это не моя стихия. Особенно, когда солнце отсвечивает в экран, и плохо видно, что снимаешь. Как говорится, тысячи извинений. И помощник пришел на помощь, да? А здесь формировка в 2 рукава. Помощник следит. На этом всем добра, здоровья, хороших урожаев в саду. Конечно, мирного неба. Пока-пока.